Почему мы так панически боимся высокого холестерина? Почему мы сразу же начинаем бить тревогу и садимся на статины или же, просто мы не знаем, что делать? Дорогие мои, сегодня я в этом видео расскажу вам простым человеческим языком все, что нужно вам знать о холестерине, и научу вас читать анализы. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Холестерин не враг. Холестерин – это наш строительный материал. В нашем организме мы состоим все из клеток. И этих клеток у нас порядка 37 триллионов. Так вот, каждая клетка имеет оболочку, мембрану. И именно эта самая мембрана на 30% приблизительно состоит из нашего холестерина. Без холестерина в нашем организме не будет вырабатываться витамин D, не будут вырабатываться эстрогены, тестостерон и другие гормоны. То есть холестерин – это и строительный материал, и фабрика производства гормонов, и также помощник в нашем пищеварении. Представьте себе стену. Если стена будет очень твердая, то она обязательно даст трещину. А если стена будет мягкой, то здание разрушится, завалится и так далее. Так вот, холестерин является тем самым правильным цементом, который будет создавать стену в правильной консистенции, и она не будет рушиться. 70-80% нашего холестерина вырабатывает наш организм. Печень его синтезирует, а 20 и 30% мы получаем холестерин из пищи. И почему же мы так обеспокоены высокими цифрами в наших анализах по холестерину? Просто-напросто холестерин не растворяется в крови. То есть, если мы возьмем стакан с водой, капнем туда масла или жира какого-то, жир, он будет на поверхности оставаться, он не растворится в воде. И то же самое с нашим холестерином. Холестерин не распространяется по нашим кровеносным сосудам. Для этого ему нужен транспорт. И давайте назовем этот транспорт липопротеинами. Это такие маленькие контейнера, которые упаковывают наш холестерин и разносят туда, куда нужно. Ну а контейнера бывают, сами знаете, разными. Так вот, наши липопротеины бывают низкой плотности. В народе и в медицине его называют плохим холестерином. И также бывают липопротеины высокой плотности. В медицине, в народе это называется хорошим холестерином. Под этим видео посмотрите, пожалуйста, я оставлю вам обязательно все вот эти вот ремарочки, аббревиатуру как на русском языке, так и на английском, для того, чтобы вам было легче ориентироваться в ваших анализах. И вот, теперь переходим на мультики. Представьте себе дорогу, по которой едут грузовики. Они разводят наш холестерин. И все бы ничего, но если дорога узкая или же грузовиков очень и очень много на этой дороге, то возникают пробки, возникают какие-то столкновения, и грузовики заваливаются на обочину, груз разваливается, и в нашей ситуации обочиной являются наши сосуды. И этот холестерин скапливается в этих сосудах, образуются бляшки, кровь плохо начинает циркулироваться, сосуды, потому что сужаются, и вот вам атеросклероз. Теперь представьте себе, что по этой же дороге в обратном направлении едут мусоровозы. И они собирают весь этот лишний мусор, который свалился на обочину, и везут его обратно в печень на переработку. И чем больше таких мусоровозов будет на наших дорогах, тем чище они будут. И то же самое с нашим холестерином. Очень и очень важно хотя бы один раз в году сдавать анализ крови на липидный профиль. То есть вы должны смотреть не только на эти два показателя, хороший и плохой холестерин. Вы должны также смотреть на триглицериды и на общий холестерин.
Так что же повышает наш и хороший, и плохой холестерин? Прежде всего, это та группа продуктов, которая содержит трансжиры. Это маргарины, некачественное масло, это различные картошка фри, в которой жарится тоже в масле, да, это все полуфабрикаты, это фастфуды, выпечка готовая, кондитерские изделия, которые лежат на полках в супермаркете. Это все вызывает и повышает вот этот самый как плохой, так и хороший холестерин. Этого нужно избегать. Быстрые углеводы – это белый сахар, белый рис, картошка, это всевозможные батоны, булочки, вот это вот сладкое, все пончики. Это все быстрые углеводы, которые также повышают уровень холестерина в нашем организме. К этой же категории продуктов, которые повышают холестерин и плохо отражаются на наших анализах, это все полуфабрикаты. Это колбасы, сосиски, всевозможные копчености. Это все состоит из огромного избытка соли, нитратов, опять же, трансжиров, каких-то животных жиров. Вот это все способствует повышению холестерина, и этого нужно как можно больше стараться избегать. Конечно, если вам захочется когда-нибудь там какой-то бутерброд с колбаской, съешьте его с удовольствием, но это не должно быть на такой ежедневной основе. Это должно быть нечасто в вашем рационе питания. Осторожно со статинами. Поймите одно, конечно же, если вы в группе риска, если у вас в роду были какие-то смертные случаи из-за инсульта, диабета или каких-то еще сердечно-сосудистых заболеваний, то вы уже в группе риска. И в таком случае статины необходимы, но статины принимаются пожизненно. Посмотрите в гугле, почитайте, или GPT-чат вам все скажет. То есть тут все это двояко. Значит, у врачей, у наших, на каждого пациента выделено 12 минут. У нас в Европе 15. Но вот что может вам врач сказать о правильном питании, все это вам растолковать и так далее? Он просто делает анализ крови, смотрит, и ему легче выписать вам рецепт на статины и все, и лечитесь вы сами. И это не из-за того, что врачи плохие, а из-за того, что у них не хватает просто-напросто времени. И именно поэтому я, нутрициолог из Дании, сижу вам и вещаю о том, как можно немного отрегулировать свое питание и немножечко откорректировать образ жизни и улучшить цифры в своих анализах, а также физическое состояние вашего здоровья. Так что же нам с вами нужно положить в тарелку для того, чтобы исправить наш липидный профиль? Дорогие мои, прежде всего нам нужна растворимая клетчатка. Это лайфхак на все 100%, это доказано научно. И к растворимой клетчатке, которая считается, как бы, знаете, губка, которая все в кишечнике на себя плохое забирает и выводит вот этот самый лишний холестерин. И на первом месте растворимой клетчатки это же, конечно же, псилиум. Это семя или оболочка подорожника. Легко, доступно, буквально 1 столовая ложка в день, у вас и желудок будет хорошо работать, и холестерин будет выравниваться. Также к клетчатке относятся овсяные отруби. Это просто кладезь. Сделайте себе, если вы любите кашу, сделайте кашу из овсяных отрубей и насладитесь своим обедом там, или завтраком. Тоже очень хорошо. К растворимой клетчатке также относятся цитрусовые, яблоки, груши. Там пектин в коже. И их нужно есть целыми. Ни в коем случае никакие соки не пейте, потому что это будет одна фруктоза, и только ваш сахар будет подниматься в крови. Это нам не нужно. Поэтому нужно фрукты есть именно с кожурой. Там будет тоже растворимая клетчатка, которая снижает уровень холестерина в нашей крови на 3-5%. Жирная рыба на нашем столе должна быть хотя бы 2-3 раза в неделю. И уровень холестерина будет падать на 5-10%. Внимание! Что относится к жирной рыбе? Ну, конечно же, это форель, лосось, но не нужно тратиться на эти сорта рыбы, потому как очень жирно считается скумбрия и сельдь,
сардины. Вот эти рыбки, они недорогие. Если вы будете есть слабосоленую сельдь или же запекать свою скумбрию вкусную, то вы будете также снижать уровень своего холестерина и выравнивать его в лучшую сторону. Ешьте 2-3 раза в неделю обязательно жирную рыбу. Горсть орешков – это буквально 5-7 штук. Орехи могут быть фундук, кешью, это может быть миндальный орех, какой угодно. Главное, чтобы эти орехи были не соленые, не копченые, а просто слегка обжарьте их или же даже просто ешьте сырыми. Если у вас есть непереносимость, можете их замочить с вечера в водичке, утром слить эту воду и съесть орешки. Точно так же понижают хорошо наш плохой холестерин. Ну и масла. Обратите внимание на масла. Если вы жарите, то вы выбираете такие масла, которые высокую температуру дымления хорошо воспринимают. Да? Это масло авокадо или же топленое обыкновенное масло. Ну а 2-3 столовые ложки допустимые нормы в день растительных масел, это такое как льняное или же оливковое первого отжима, да, вы добавляете обязательно не просто ешьте его, а в салаты в свои, потому что нам необходимы овощи, к которым мы сейчас также вернемся. Плохой холестерин, он чем опасен? Он окисляется, он имеет такую тенденцию, знаете, и это будет как ржавый гвоздь у вас в организме, который будет разрушать стенки сосудов и воспалительные процессы вызывать. А когда вы будете ежедневно есть 3 раза в день по пол-тарелки овощей и зелени, это клетчатка, то именно овощи, они защищают вот от этого самого окисления и помогают снизить уровень плохого холестерина. Ну, а теперь от продуктов питания мы с вами переходим к движению. Ничто так хорошо не работает, как наша активность. И если вы не любите заниматься спортом, то хотя бы выходите ежедневно на прогулку. У меня есть море всяких примеров, когда мои клиенты начинали менять свое питание и добавлять еще и активный образ жизни в виде буквально каких-то прогулок по 30-40 минут в день, их показатели становились гораздо более хорошими. Но если я вам скажу, что стресс имеет огромное влияние на наш холестерин, то я вас, естественно, не удивлю. И если я вам скажу, что не надо стрессовать, это тоже бесполезно. Мы все живем в стрессе в наше время. Но хотя бы научиться его как-то регулировать. Наш мозг, к сожалению, не понимает разницы от настоящего стресса, когда за вами несется тигр, и вы убегаете. Или же это бытовой стресс. Вы поссорились дома с кем-то, на работе какие-то неприятности, не дай бог посмотрели новости, вы опять в стрессе. Вот мозг не воспринимает это, он все воспринимает как стресс. И, естественно, на стресс идет выработка гормона кортизол. Ну, а кортизол, естественно, стимулирует печень производить тот самый холестерин, который является строительным материалом, и он не понимает, сейчас нам нужно готовиться к бою, или, может быть, у нас в организме что-то поломалось, нужно будет, может быть, залатать какую-то там поломочку, починить, да, и поэтому, естественно, такая получается циркуляция. Кортизол и высокий холестерин вслед за ним. Важно обязательно всем нам высыпаться. Разные есть показатели, сколько нам нужно спать. Кому-то достаточно 5 часов, кому-то 7-8 часов. Мы все разные. Но важно ложиться как в будни, так и в выходные дни в одно и то же время. И также просыпаться в одно и то же время. Тогда у вас циркадные ритмы эти выровняются. И ведь мы как во сне? Наш организм восстанавливается. Наша печень все нам там чистит. Все гормончики все выравниваются. Все хорошо работает, если мы с вами правильно спим. Поэтому очень-очень важно следить за хорошим, крепким сном. Ложимся в одно время, комната должна быть хорошо проветрена, в комнате должно быть темно. И лучше, конечно, вот прохладненько, чтобы было, чтобы вы хорошенько спали. Никаких гаджетов, никаких новостей, никаких телевизоров. За 2 часа до сна все выключайте и спите сладко и спокойно, и восстанавливайте
свой организм, помогайте ему хотя бы так. Ну что, дорогие мои, мы поняли, что холестерин не столь страшен, сколько о нем говорят и пишут. Главное, немножечко поменять свой образ жизни и питание. И помните, что ваше здоровье начинается не в аптеке. Ваше здоровье начинается на вашей кухне. Дорогие мои, всех вас обняла. Спасибо, что сегодня были вместе со мной. И будьте все здоровы!